Есть 3 способа нанесения штукатурки. Что касается материалов, с которыми буду работать. Теперь пришло время выставлять маяки. Если честно, уже задолбали эти грязные работы. Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Это, пожалуй, будет самый длинный выпуск моего проекта. Штукатурка квартиры от А до Я. В этом ролике я расскажу и покажу все этапы. Подготовка стены под штукатурку, выставление маяков, штукатурка санузла, выставление маяков под 90 градусов и все дальнейшие работы. Я знаю, что это может занять очень много времени, но в видео будет тайм-код, и в принципе для тех, кому неохота смотреть все видео, могут выбрать для себя интересные моменты. Что касается материалов, с которыми буду работать. Обычно я всегда использую 2 вида штукатурок. Это цементно-песчаная для санузлов и гипсовая для жилых помещений. Но в этот раз я собрал немного больше материала для того, чтобы в ролике максимально показать, дать больше информации. Санузел я буду штукатурить цементно-песчаной штукатуркой Holcim, подходит для ручного и машинного нанесения. Я уже работал этим материалом, он мне нравится, хорошая пластичная штукатурка. Все жилые помещения, вернее одно жилое помещение, которое у нас остается, коридор, кухня и гостиная, я буду штукатурить механизированной штукатуркой МП-75. Она серого цвета. Также у меня была штукатурка Баугипс, это аналог Ротбанта. Легкая штукатурка, она белого цвета. И также у меня еще есть мешок штукатурки Баугипс Старт. Она тоже белого цвета. У нас получается есть штукатурка белого цвета, есть штукатурка белого цвета легкая, есть штукатурка Knauf MP75 серая и, соответственно, цементно-песчаная штукатурка для санузла. Грунтовку я буду использовать Ceresit ST17 концентрат. Также хочу попробовать на этом объекте добавить штукатурку микрофибру. У меня есть микрофибра Sika и есть еще Baugut микрофибра. Одну я использую на штукатурку, а вторую я оставлю на стяжку. Это фибры из моих старых запасов с гаража. Почему получился такой винегрет по материалам? Простой пример. У Ceresit хорошая грунтовка, но они не производят гипсовую штукатурку. У Knauf штукатурка серая. Я вам в ролике хотел показать белую и еще легкую, поэтому взял Баугипс. Соответственно, для санузлов нужна цементно-песчаная штукатурка. Я взял Holcim, потому что это нормальная проверенная штукатурка, с которой я уже привык работать. Сразу хочу прояснить вопрос, что значит легкая гипсовая штукатурка. Это штукатурка, в которую добавляют перлит. Получается тот же самый эффект, когда в стяжку добавляют керамзит. Уменьшается вес и улучшаются звуко- и теплоизоляционные свойства материала. У разных производителей штукатурки разного цвета. Серого, желтого, белого, бежевого. На что это влияет? Это ровным счетом не влияет ни на что. Цвет гипса зависит от места рождения. А на технические характеристики самой штукатурки это абсолютно не влияет. Что и написано на упаковке практически у всех производителей. Чем отличается штукатурка для механизированного нанесения и ручного? У штукатурки для механизированного нанесения больше срок жизни. Допустим, штукатурка МП-75, у нее срок жизни раствора 2 часа. А если он свежий, то в принципе 2,5 до 3 часов можно дотянуть. Соответственно, у вас получается больше времени для маневров. Вы можете закидать больше стен. Но тут есть обратная сторона медали. Если взять ту же самую штукатурку для ручного нанесения, у нее срок жизни раствора примерно 1 час, то вы, соответственно, закидали полосу, через час ее подрезали и спокойно пошли домой. А если вы где-то вечером закидываете стену штукатуркой для механизированного нанесения, то вам еще надо торчать на объекте как минимум 3 часа, ждать, пока штукатурка схватится, и для того, чтобы ее подрезать. Если вы уйдете с объекта с неподрезанной штукатуркой, то она просто останется с буграми. Вообще есть 2 вида отделочников. Такие тормоза, как я, которые любят работать с механизированной штукатуркой, потому что я люблю все делать не спеша, спокойно набрасывать, и чтобы у меня был запас времени. И отделочники, которые работают на результат, которым надо быстро закидать стену, быстро подрезать и переходить на следующую. Соответственно, штукатурку для механизированного нанесения
Ее можно наносить как и машиной, так и вручную. Это ни на что не влияет. Штукатурку для ручного нанесения можно наносить только руками или хоппер-ковшом. Но в штукатурную станцию такую штукатурку уже не засунешь. При механизированном нанесении, если вы работаете с гипсовой штукатуркой, то тут надо не зевать, потому что штукатурка быстро застывает и может стать в шлангах. То есть буквально полчаса обеда, все на ходу и надо продолжать работу. А вот что касается цементно-песчаной штукатурки, то тут уже можно расслабиться. Она быстро в шлангах не застывает и можно не спешить. Про инструмент, который нужен для штукатурных работ, я буду рассказывать в процессе каждого этапа. Штукатурные работы и стяжка, на мой взгляд, самые важные работы в ремонте. Если кирпичная кладка кривая, то ее можно выровнять штукатуркой. Но если штукатурка сделана плохо, то шпатлевкой стены уже не выровняешь. Очень многие дальнейшие отделочные работы завязаны с ровностью стен и правильной геометрией помещений. Это касается кухни и санузла, а также стен, где будет встроена мебель. Старая штукатурка была полностью демонтирована. Новые перегородки санузла возвели. Теперь можно приступать к штукатурным работам. Старую штукатурку со стен мы сбили, но прежде чем грунтовать стены, нужно почистить их от остатков извести, потому что новая штукатурка может просто отвалиться с этими остатками. Они легко счищаются шпателем. И сейчас мы по всем стенам пройдем и посчищаем их. Вот эти остатки извести. Они, в принципе, легко снимаются шпателем. То, что не снимается, уже не отвалится. Остальное все укрепим грунтовкой. Одну стену мы чистили шпателями, но в процессе я нашел более эффективный способ очистки стен от извести. Как видно по видео, он и более пыльный. Стены мы почистили, на всю чистку у нас вдвоем ушло 3 часа. В процессе я выяснил, что гораздо лучше стены чистить металлической щеткой, потому что она выбивает известь из всех щелей. Шпатель, он известь сглаживает, и известь остается вот в этих межкирпичных пространствах, в швах. А вот щетка как раз таки, щетка очень хорошо все выбивает и даже царапает кирпич. Также в процессе чистки стен удаляем все деревянные чопики, так как впоследствии они могут от влаги разбухнуть и проявиться на поверхности. После чистки стен у нас получилось очень много песка на полу. Обратно куча мусора, если честно, уже задолбали эти грязные работы. Я думал, что они уже закончились, но посмотрел стены и понял, что надо их чистить от извести. Сейчас здесь осталось очень много пыли. Вот. Эту пыль всю надо обеспылить. Это можно сделать или пылесосом. Я буду выдувать пыль при помощи компрессора. Да, будет очень пыльно, но мы наденем маски, сдуем всю пыль, а потом все пропылесосим. Счистили примерно 140 килограмм пыли с этих стен. Сейчас пришел этап грунтовки. Здесь надо рассказать, потому что сам по себе кирпич гигрофобный, не гидрофобный, а гигрофобный. То есть впитывает быстро влагу, и может произойти следующее. Вы когда будете набрасывать штукатурку, из нее будет быстро уходить влага, и, соответственно, она будет трескаться. Поэтому делаем следующее. Берем концентрат грунтовки СТ-17. Стену мы будем грунтовать 2 раза. Первый раз это концентрат, разведенный 1 к 10, а второй раз концентрат, разведенный 2 к 8. Значит, берем концентрат, мерную емкость,
Наливаем 100 мл концентрата. И 900 мл воды. Это получилась обычная разведенная грунтовка. Теперь, каким способом наносить грунтовку? Самый простой способ – это обычный валик. Но если у вас стена текстурная, как у нас кирпич, то лучше использовать валик с большим ворсом, мохнатый. Не надо ничего заклеивать. Раскатка или ведро, валик и наносите на стены. Способ, в принципе, нормальный, но не самый быстрый. Гораздо быстрее наносить пульверизатором. Но надо тогда все, что в комнате может испортиться от грунтовки, надо прятать. Вот я сложил все в кучу, накрыл пленкой и теперь буду наносить грунтовку пульверизатором. У такого пульверизатора один недостаток. То, что емкость маленькая и надо наливать грунт. Удобнее, конечно, если это было бы просто без воздушка. Сейчас я его перемешаю, потому что не перемешал. Теперь можно использовать. Когда вы наносите грунтовку методом распыления, обязательно используйте защитную маску. Через 4 часа первый слой грунтовки высох, хотя при такой впитываемости можно второй слой наносить и раньше. Сейчас я грунтовку развожу в концентрации 2 части грунтовки и 8 частей воды, 200 мг концентрата и 800 мг воды. Точно таким же образом, как и первый раз, наношу второй слой. В отличие от первого, грунтовки уходит в 2 раза меньше. После того, как грунтовка высохла, теперь давайте посмотрим. Этот кирпич я грунтовал 2 раза, этот не грунтованный. Насколько уменьшилась впитываемость. С левой стороны кирпич обработан грунтовкой, 2 слоя, вода не впитывается. С правой стороны все впиталось. Для наглядности могу побрызгать водой еще раз. Стены подготовлены, почищены и загрунтованы. Теперь пришло время выставлять маяки. Это очень важный этап работы, так как от него зависит ровность стен. Санузел и кухню мы будем штукатурить с учетом угла 90 градусов. Остальные все стены сделаем просто по уровню, с минимальным слоем. Маяки я буду устанавливать при помощи лазерных осипостроителей. Один у меня с красным лучом, другой с зеленым. Почему зеленым? Во-первых, я хочу показать, что лазерные уровни есть разных ценовых категорий. Этот стоит ориентировочно $500, вот этот можно купить за 150. Зеленый луч в солнечную погоду, вот как у нас сейчас, видно гораздо лучше. Маяки можно выставлять при помощи пузырькового уровня, но нормальный пузырьковый уровень стоит столько же, сколько и лазерный с Алиэкспресса. Лучше купить за $150 лазерный уровень с Алиэкспресса с лучами на 360 градусов и спокойно выставлять маяки. Тем более, что там еще есть перекрестие на 90 градусов. Что делать, если пол кривой и вы не можете ровно поставить лазерный уровень? В таких условиях лазерный уровень нормально не спозиционируется, он будет пищать. Для этого делаем следующее приспособление. Берем кусок фанеры, в данном случае 25 на 25, и по периметру прикручиваем саморезы. Это да. Если у вас, как у меня, обломалась головка, потому что у меня с собой нет тонкого сверла, и я напрямую кручу, то для того, чтобы достать назад, делаем следующее. Просто вместо сверла зажимаем в патрон. И нихуя не получается. Что делать, если нет сверла? Просто предварительно проходите более мелким саморезом.
Теперь при помощи саморезов, выкручивая и закручивая, вы можете выставить площадку по уровню. Здесь точный уровень не нужен. Главное, чтобы хватало для того, чтобы спозиционировался лазерный. Разметка маяков. Через какое расстояние ставить маяки? Я буду примерно ставить через 1,5 метра. Вот этим правилом я буду штукатурить. Соответственно, ставите правило от края сантиметров 15-20. И здесь тоже от края сантиметров 15. Это для того, чтобы правило не соскакивало с маяков, когда вы будете стягивать. Дальше переставляете правило и тоже здесь сантиметров 15-20. Дальше. Потом берете уровень и прочерчиваете линии. По этим линиям потом будет удобно наносить раствор. Как происходит выставление маяков по лазеру? Лазер ставится на площадку, соответственно, максимально приближается к стене. Если вы хотите вообще его совместить со стеной, то тогда здесь можно выбить кусок кирпича и подсунуть. Но так как у этого лазера где-то примерно 10 мм от края головы, я и так вижу всю плоскость стены. Соответственно, теперь по этому лучу я вижу всю плоскость стены, насколько она кривая. Вот сейчас вот немножко у нас тут светло, но этот луч хорошо видно по всему периметру стены. И с этой стороны. Здесь у нас уже она начинает подходить вплотную, где-то там полсантиметра. Я ставлю, соответственно, метки по лучу. Это будущий уровень штукатурки. Его, если что, можно подрегулировать. Плюс-минус пару миллиметров, если где-то не будет влазить маяк. И с другой стороны вставляю точно так же. Еще надо учитывать расстояние 6 мм для маяка. Если где-то маяк не будет подлазить, то луч можно отодвинуть в эту сторону. Я беру правило длиной 2,5 метра. Можно сделать следующим образом. Просто на правиле поставить метки. И по метке выставлять маяк. Но последнее время я выставлял просто по краю правила. Я вот представляю правило и вижу в данный момент, что вверху у меня уже маяк не подлезет. Видно, что под луч маяк не подлезет. Соответственно, нам надо всю плоскость отодвинуть где-то примерно на полсантиметра вперед. Итак, я смотрю все полоски, которые разметил. Для этого просто от этой метки мы отодвигаемся на 7 мм вперед. Теперь, устанавливая маяк, я буду ориентироваться на край правила, чтобы луч был на краю. Можно еще делать так. Половина луча на правиле, половина луча просвечивается на стене. Это очень хорошо видно. С точки зрения установки маяков лучше использовать штукатурку для ручного нанесения, потому что она быстрее схватывается. Она уже будет твердая через час. Машинного нанесения будет твердая через 3 часа. Но так как мы никуда не спешим, и я не хочу, чтобы маяки стояли на белой штукатурке, а стена была серая, то, соответственно, я буду ставить на МП-75. Перемешиваю до необходимой консистенции. Соответственно, если слой для установки маяка большой, толстый, то тогда можно мешать чуть погуще. Если тонкий, то нормальной консистенции. Я обычно проверяю так. Штукатурка держит форму, не сползает, значит консистенция нормальная. Маяки с края лучше обрезать, пока они в пачке, потому что они здесь слегка подмятые.
Под каждую полосу отмеряем нужной длины маяк. Так как потолок у нас идет под наклоном и высота каждого маяка разная, делаем следующую хитрость. Подхожу, отмеряю, сколько высота маяка. Здесь 3,02. И сразу подписываю. 3 метра 0,2. Дальше начинаю устанавливать маяки. Когда набиваешь руку, процесс получается очень быстрый. Главное ногой не сбить лазерный уровень. Установка маяков в санузле. Что важно знать? Во-первых, конечно же, в санузле надо учесть геометрию 90 градусов, чтобы у нас получился ровный квадрат. Затем, чтобы потом не было проблем с укладкой плитки, с установкой сантехнического оборудования и с мебелью. За основу я взял эту стену, потому что когда я строил перегородку, я опирался на нее. Я от нее выводил перпендикулярные линии и выстраивал перегородку, чтобы слоя штукатурки были как можно меньше. Поставил лазерный уровень, пробил плоскость и затем от этой плоскости поставил в угол лазерный уровень и пробил следующую плоскость, вот эту стену. Затем поставил лазерный уровень обратно в угол и обратно пробил плоскость. И так по очереди я прочертил все плоскости. Соответственно, у меня получилось правильное помещение с углами 90 градусов. Теперь я по этим меткам буду выставлять маяки. Если у вас нет лазерного уровня с двумя плоскостями с перекрестием 90 градусов, то можно просто это высчитать арифметическим путем и мерить рулеткой. Или использовать большой угольник из профилей. Маяки буду устанавливать на ту же самую штукатурку, которой буду штукатурить стены. Раньше я ставил под цементно-песчаную штукатурку маяки на гипсовую. Меня периодически в роликах за это ругали, но большинство отделочников делает именно так. Не заморачиваются, про однородность материала просто ставят и все. Но на одном из объектов я попробовал ставить маяки на штукатурку Holcim и оказалось, что она довольно-таки хорошо держит форму, пластична, и в принципе большой разницы между гипсовой и этой я не увидел. Поэтому мешаю и ставлю маяки на нее. Единственное, что можно замешать ее чуть гуще, чем если бы для нанесения на стену. Наливаю сначала необходимое количество воды. Затем засыпаю штукатурку. Нахрена я взял такое маленькое ведро? Хотел порисоваться, типа чистое. Надо было мешать этой бадье и не париться. Установка маяков в санузле в принципе ничем не отличается от установки в комнатах. Только тесно и не совсем удобно. Единственный ракурс, как это все можно было снять, я нашел только сверху. И в санузле установки маяков еще мешают трубы. Посмотрите, каким образом я просвечиваю слепые зоны для лазера. Что значит слепые зоны? Это значит, что я поставил лазерный осипостроитель, пробил всю стену. Вот он луч. Но
Это стена с радиаторами отопления. Здесь один и вот здесь еще один. И, соответственно, есть слепые зоны. Слепая зона вот в этой части. То есть я не вижу, какой уровень у меня будет вот здесь. И слепая зона здесь посередине, между радиаторами. И, соответственно, вот здесь вот слепая зона. У меня есть подозрение, что низ стены завален, и я сюда просто не подсуну маяк. Поэтому я просто беру второй лазерный уровень, совмещаю лучи этого уровня и вот этого, и он мне пробивает вот эту слепую зону. Видите, я уже метки поставил тут по слепой зоне. Потом я просто тот лазерный уровень зеленый, который основной, я его переставлю сюда и смогу просветить. Вот видите, о чем я говорил, что снизу стена немножко завалена. И надо будет или штукатурить по плоскости, или отодвигать общий уровень. Маяки стоят, пришло время наносить штукатурку на стены. Есть 3 способа нанесения штукатурки. Прежде всего это механизированный, с использованием штукатурной станции. Второй способ это полумеханизированный, как я называю, это хоппер-ковш и компрессор. И третий ручной. Для этого объекта я хотел вам показать механизированный способ нанесения, но, к сожалению, 5-й этаж, маленькая квадратура, слабый напор воды, в общем-то надо дополнительно еще искать насос. Они, в принципе, ну, скажем так, использование штукатурной станции оказалось нецелесообразным. А вот хоппер-ковш и компрессор, в принципе, вполне себе подходит для этих объемов. Замес штукатурки. Для замеса штукатурки лучше всего использовать емкость 90 литров, потому что сюда сразу влазит 2 мешка. Еще я купил в магазине такие прозрачные ведра с делением специально, чтобы наливать воду. Если у вас ведра непрозрачные, можно сделать следующую приспособу. Просто кусок провода вставляете, отмеряете, сколько вам нужно воды, и, соответственно, по уровню загибаете. И таким вот образом можно отмерять воду, если ведро непрозрачное. Но я купил специально прозрачное. Для замеса обязательно нужно использовать строительный миксер. Потому что если вы возьмете обычную дрель или перфоратор, с нагрузкой такой они не справятся, сгорят. Венчик. Обратите внимание, здесь у меня 3-лепестковый венчик. Этот венчик штукатурку мешает хорошо. Если взять венчик вот такого типа, это у меня для шпатлевки, но такие есть большие, где 2 завитка, то он мешает штукатурку плохо. А вот такой вот с 3 завитками, которые стоят под наклоном, мешает штукатурку хорошо. Есть еще венчик шитроковский, он тоже хорошо мешает штукатурку, но стоит дорого. Значит, для того, чтобы не напрягаться и сразу не высыпать весь мешок, можно использовать такой ковшик. Также лучше всего сначала насыпать некоторое количество штукатурки для того, чтобы создать здесь подушку, чтобы когда вы высыпете остальной мешок, он не стал колом. Для этого мы берем штукатурку, насыпаем ее такими вот движениями. А затем уже высыпаем оставшийся мешок. Еще можно пульверизатором сбивать пыль, чтобы не было много пыли на объекте. Раствор получается густой. Есть правило, если вы в густой раствор добавляете воду, то все будет нормально. Если у вас раствор становится жидким и вы досыпаете штукатурку, то получается он начнет быстрее схватываться. В принципе, вот это уже для ручного нанесения нормальная консистенция. Она держит форму и не слишком густая. С такой штукатуркой, в принципе, работать будет нормально. Вообще, густота раствора зависит от слоя. Если слой получается слишком толстый, 5 см, то мастера обычно мешают ее чуть погуще. Если слоя тонкие, то, соответственно, она более жидкая. Для нанесения хоппер-ковшом ее надо сделать более жидкой. Предварительно маяки нужно почистить. Инструмент, которым я буду наносить штукатурку, это обычная кельма.
шпатель и площадка для разравнивания. А также буду использовать хоппер-ковш. Я когда-то в своих видео говорил, что штукатурку надо наносить только мастерком или кельмой. Но по факту вы можете наносить чем угодно. Шпателем, площадкой, хоть руками. Главное, чтобы это было быстро. Наношу штукатурку при помощи хоппер-ковша сверху вниз. Так падающая штукатурка мне не портит уже стянутую полоску. Грязное ведро желательно промывать перед следующим замесом, так как остатки раствора будут ускорять время схватывания следующего замеса. У хоппер-ковша есть один недостаток, когда вы наносите гипсовую штукатурку. Часть штукатурки падает на пол. Эту проблему я решил при помощи куска брезента. С него проще будет снимать штукатурку. Получается заметно быстрее, чем просто наносить руками. Что-то среднее между штукатурной станцией и ручным нанесением. После того, как мы нанесли штукатурку, прошло где-то примерно около 2 часов, она схватилась, ее надо подрезать. Стена кажется ровной, но на самом деле она бугристая. Момент схватывания штукатурки очень сильно зависит от погоды. У нас сейчас на улице 32 градуса, я вообще весь мокрый, поэтому надо просто подходить к стене и трогать. Как делается процесс подрезки? Берется правило и просто перпендикулярно ставится все бугры. Сначала стена подрезается по маякам. У меня получается, что крайнюю полоску уже можно подрезать, я ее подрезал, а вот эту полоску еще рановато. Я сейчас буду накидывать следующую и в перерывах приходить и постепенно подрезать эту стену. После того, как штукатурка была подрезана по маякам, маяки достаются и стена еще раз подрезается длинным правилом в вертикальном направлении. Сейчас происходит то, о чем я говорил. Уже 9 часов вечера, пора идти домой, но я уйти домой не могу, так как надо подрезать стену. А так как штукатурка машинного нанесения, она еще будет схватываться 2 часа. Вот эта стена, ради которой я сижу. Схватится она еще где-то через часа полтора. На улице уже начинает темнеть, а я уйти не могу. Это минус штукатурки машинного нанесения. Остальные уже стены я подрезал. Первый день штукатурных работ закончен. Штробы от маяков я не замазывал. Их можно замазывать в любой момент. Отдельно на этом моменте я остановлюсь. Также я отказался от этапа размыливания штукатурки мочалкой и заглаживания шпателем. Почему? Потому что этот этап слишком трудоемкий. Гораздо проще потом просто штукатурку зашпатлевать один раз. Потому что когда вы замыливаете, разглаживаете, это вы не всегда успеваете. Тратится очень много времени, и все равно потом штукатурку надо шпатлевать. Поэтому лучше оставить штукатурку вот такую немножко шершавую. К ней отлично будет липнуть шпатлевка, и потом просто зашпатлевать один раз. Как замазать маяки так, чтобы штукатурка в этих бороздках не втягивалась, и сделать это за один раз, и чтобы все было в одну плоскость. Сейчас покажу. Мешаете густую штукатурку. Маяк замазывайте таким образом, чтобы был запас, чтобы штукатурка торчала. Штукатурка схватилась. Теперь начинаем ее подрезать. Можно подрезать при помощи шпателя, удобно площадки очень подрезать такой.
полутерком. Вот эта часть уже никогда не просядет, то есть она уже будет заподлицо со стеной. Сейчас на этом участке стены я покажу все этапы нанесения гипсовой штукатурки ручным способом. Штукатурка для ручного нанесения у меня Baugips. На этот мешок нужно 14-15 литров воды. Я наливаю 14 литров. Дальше насыпаю штукатурку. Делаем паузу 5 минут. Сгребаю все с краев. Начинаю наносить штукатурку. Для нанесения использую обычную кельму. Я использовал такой прием. Если у вас полоска для стягивания слишком широкая, чтобы не напрягаться, закидывайте половину, стягиваете, потом закидываете следующую и стягиваете. Сейчас это я разровняю площадкой. Начинаю стягивать не с самого низа, а снимать сверху. Если вы начнете тянуть с самого низа, у вас на правиле соберется слишком много штукатурки, это и будет тяжело. Начинаете снимать сверху по чуть-чуть. Теперь, когда у меня одна половина стянута, мне не так тяжело тянуть вторую половину. Если бы у меня штукатурка была на всю длину, это было бы физически тяжелее. Если вы работаете один, то рекомендую применять такой прием. Для того, чтобы не тягать наверх полные бадьи штукатурки, сразу ставите ее на стол и здесь же мешаете. Со стола накидывать вверх гораздо удобнее, чем нагибаться вниз. Если вы новичок и боитесь, что у вас сверху штукатурка будет падать вниз и портить уже стянутую штукатурку, то тогда лучше начинать закидывать сверху. Но мне все равно, я могу и сверху штукатурить, и снизу. Не все, кстати, могут высоко накидывать вот таким вот способом. Я применяю такой прием, переворачиваю просто площадку, набираю штукатурку обратной стороной, вот так вот, вверх, и закидываю. Штукатурку я нанес. Следующий этап. Ждем где-то примерно полчаса, 40 минут. Она схватывается и подрезаю. Как определить, что штукатурка схватилась? Подходите, трогаете. Если она затвердела, уже можно подрезать. Потому что от погодных условий очень много зависит. Если жарко, она быстрее схватится. Если холодно и сыро, медленней. На углы внимания не обращаем, не счищаем. Она схватится, все аккуратно снимется шпателем. Я покажу, как формировать правильно угол. Штукатурка схватилась.
Я ее трогаю, слегка мягкая, но уже можно подрезать. Теперь беру правило и подрезаю по маякам сначала. Надо почистить предварительно. Теперь достаем маяки, просто шпателем подковыриваю и достаю. Как штукатурятся стены? Стены штукатурятся параллельно, то есть эта стена противоположная, а вот перпендикулярные стены уже штукатурятся после того, как готова эта стена, чтобы вы, когда правилом тут стягивали, ее не испортили. Соответственно, как формируется внутренний угол? Просто шпателем, когда эта стена уже схватилась, снимаете все эти сопли. И у вас получается красивый угол. Затем замазываю маяки способом, который показывал раньше. После этого всю стену подрезаю длинным правилом еще раз. Стадию замыливания и заглаживания шпателем я сейчас уже не делаю. Это отрывок из моего старого видео. Если вы профессиональный штукатур и можете все успеть, то, конечно же, замыливайте и заглаживайте. Но обычный рядовой домашний мастер нормально это сделать не сможет. Лучше потом зашпатлевать. Маяки установлены, я их подмазал, теперь можно наносить штукатурку. Наносить я буду при помощи хоппер-ковша, это такой полуавтоматизированный метод нанесения. Именно цементно-песчаная штукатурка очень хорошо подходит для хоппер-ковша и штукатурной станции. Почему? Потому что штукатурная станция, эта штукатурка быстро не стынет и можно делать все не спеша, спокойно наносить, подрезать, и она не станет колом в машине. Что касается хоппер-ковша, то она не такая липкая, как гипсовая, и не липнет к стенкам. Соответственно, на землю падает минимальное количество. А теперь можно приступать к нанесению. Приступаю к замесу. За раз буду мешать сразу по 3 мешка. Сначала наливаю воду. Засыпаю штукатурку. Приступаю к нанесению. Цементно-песчаная штукатурка Holcim хоппер-ковшом наносится отлично. Единственный недостаток работы в санузле – это ограниченное пространство. И, конечно же, старый полотенцесушитель. При нанесении и стягивании штукатурки в санузле особой аккуратности не требуется, так как мы делаем основание под плитку. Самое главное – это уровень и плоскость. Со старым полотенцесушителем я принял такое решение. Через него закидываю штукатурку на стену, а потом, когда она схватится, правилом на ребро счищу нужную мне плоскость по верхам. Трубы потом можно будет протереть тряпкой, тем более, что мы будем обрезать и выкидывать. Пришлось надеть респиратор, так как маленькое помещение хоппер-ковш поднимает пыль. Когда штукатурка схватилась, начинаю ее подрезать. Сначала все подрезаю по маякам,
Затем достаю маяки и подрезаю все еще раз по плоскости. Стены я подрезал, и вот что у меня получилось. Плоскость для укладки плитки. Плитки неважно, красивая стена или некрасивая, главное, чтобы была ровная плоскость. Если вы хотите сделать штукатурку красивой, то тогда надо по маякам еще дополнительно накидывать укрывку и стягивать еще раз. Про это можно посмотреть вот здесь вот. Напоминание будет где-то там сверху. И также на этот ролик будет ссылка в описании. Самое главное, что есть плоскость. Эти все штробы от маяков, это все замажется. Вот эти вот какие-то мелкие дефекты в процессе укладки плитки тоже можно замазывать, ничего страшного не будет. Даже если вы захотите сделать красивую плоскость, уже по высохшей штукатурке, это все не проблема замазать. Сюда я не мог подлезть правилом, я тоже здесь стянул по плоскости. У меня здесь сейчас есть плоскость. Она некрасивая, но это плоскость. Одинаковая по уровню с этой стеной. Вот эти вот царапины я случайно наделал, когда подрезал. Это тоже не важно. Для плитки это не важно. Вот. Подрезанная плоскость за полотенцесушителем. Я сюда не мог достать правило, но тем не менее накидал штукатурку и по верхам подрезал. Вот, у меня есть плоскость. Когда я отрежу эту трубу, я спокойно с пателем могу все это затянуть. Или во время укладки плитки. Вот эта стена еще не подрезанная. Видите, как она выглядит? Она еще с буграми. Я еще жду, чтобы она высохла. Чтобы она схватилась, потому что она еще мягкая. Еще прогибается. Здесь я тоже просто так вот подрежу. И останется у меня вот просто плоскость. Если сейчас к этим условно некрасивым стенам приложить уровень, то здесь есть плоскость и нормальный уровень. Сюда можно приложить вот сюда. Везде здесь будет уровень. И самое главное, что одна плоскость. Что и важно для плитки. То, что здесь есть некрасивые участки, это не важно. А важно, чтобы была плоскость. Сейчас я одну стену попробую заштукатурить с микрофиброй. На 100 литров идет 60 грамм микрофибры. Беру из расчета на один мешок 30 грамм. Блин, это ж надо было так разорвать. Нельзя было ножницами разрезать. Засыпаю сразу в воду. Видите? В штукатурке фибра. Но сейчас посмотрим, как она будет наноситься. Дальше по стандартной схеме наношу хоппер-ковшом штукатурку на стену. Что касается по результату с фиброй. Результатом я доволен. Штукатурка стала крепче. Когда она схватилась, я ее пытался сверху подрезать. Она значительно была более крепкая, чем без фибры. По нанесению вручную разницы нету. Если наносить с хоппер-ковшом, то где-то ухудшилась примерно на 10%. Она стала более тягучая за счет волокон. А так, в принципе, схема рабочая. Если у вас есть места, где риск повышенного образования трещин, то в принципе можно использовать.
Единственное, что такая вот стена немножко стала мохнатая, потому что торчит фибра, но так как у нас будет еще клеиться стеклохолст, проблем никаких нету. Фибра распределяется отлично. Есть во всей штукатурке, я даже не знаю, откуда столько ее взялось. Вроде насыпали немного, но она абсолютно есть везде. Это смета на работу. А вот материалы. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения и ровных стен. До новых встреч!